Добро пожаловать! С вами Ольга. Сегодня я повытаскивала свои запасы, которые собирала на протяжении года. Здесь сосновые, еловые шишки, шишки лиственницы, желуди. Вот видите, светленькие желуди, темные, вот какие нашлись. Скорлупа от фисташек. Вот косточки абрикоса, орехи, семена от хурмы сушеные. Это все сушеное, хорошенько просушенное. Косточки арбуза, скорлупа от кокоса, также каштаны. Все это сегодня мне понадобится. Стаканчик от сметаны я наполнила раствором шпатлевки. И в центр можно вставить любую палочку. В моем случае это карандаш. Раствор должен полностью затвердеть. За счет этого елочка будет устойчивая. Конус у меня из картона. Поверху отметила середину. От этой середины делала полукруг величиной по 35 сантиметров. Затем свернула в конус и хорошенечко проклеивала горячим клеем. Хочу сказать, что клея я использовала около 20 палочек. В этом проекте капелькой клея не обойтись. Все фрагменты необходимо щедро смазывать клеем. Затем, когда конус готов, его необходимо обклеить какой-то тканью. Я советую, чтобы эта ткань была не синтетическая и коричневого цвета. Хорошо использовать мешковину. Но у меня мешковины не нашлось, и я буду использовать коричневый трикотаж. Это будет для того, чтобы шишечки, орешки хорошо там приклеились. Так как если мы будем приклеивать все это на картон, на бумагу, то есть вероятность, что это все не будет так хорошо держаться. Все-таки лучше использовать ткань. Эту ткань видно не будет, но между наклеенными шишечками, орешками все равно будут какие-то щели. И за счет того, что ткань коричневая, это не будет как бы бросаться в глаза, а будет смотреться более гармонично. Вот хорошенечко это все тоже проклеиваем. Вот видите, у меня вот обклеила. И теперь внутренность конуса мы будем наполнять. Вот сминаю обрывки газеты и плотненько утрамбовываем. Также немножечко смазываем клеем для большей фиксации. И хорошенько это все уплотняем. Вот. Теперь нам нужно сделать отверстие такое глубокое, чтобы засунуть эту палочку. Вот, это такая будет у меня ножка, подставка. И теперь хорошенечко туда прям заливаем этот клей, чтобы хорошо это все у нас потом приклеилось. Саму дырочку вот эту хорошенечко смазываем клеем и вокруг нее. Теперь эту заготовку отложим в сторону, чтобы клей хорошенечко просох, все схватилось. И пока что займемся цветочками. Вот у меня есть уже вот такие несколько заготовок из косточек хурмы. И в центре маленькая шишечка. Цветочки можно делать из любых мелких деталей, из косточек, из семян. Вот у меня здесь абрикосовые косточки, но они большие, немного крупноватые, поэтому я их использовать буду по отдельности. Вот косточки арбуза, скорлупа фисташек, такие шишечки от туи, видите, они напоминают цветочки сирени. В общем, все мелкие вот такие вот детальки. Вот шишечки от желудей. Их можно использовать как в центре цветка, так и по отдельности. Сами желуди. Вот такие малюсенькие шишечки. И вот насобирали мы с детками вот такие желуди. Видите, они прям закрытые, такие светленькие, есть темные. Это видно разные сорта дубов.
И цветки мы будем наклеивать вот на картон. Вырезаем небольшой фрагмент картона, на который будем наклеивать. Ну, какой сделаем? Давайте из фисташек сделаем очень красивый цветочек. В серединку мы клей выжимаем. И делаем для начала сердцевинку. Вот я делаю из 3 скорлупок. И надо, конечно, придержать, так как клей пока не высох, все эти скорлупки, вот видите, раскрываются. Также необходимо проклеить их и по краям, вот вокруг, для большей фиксации. Уже смотрите на месте, да, как, чтобы они хорошо зафиксировались. Вот я сейчас немножечко их подержу, а то они раскрываются. Вот такая серединка должна получиться. И теперь вокруг серединки капаем по капельке клея и приклеиваем поочередно каждую скорлупку. Вот чуть-чуть придержали, клей немного подсох, и она уже зафиксировалась. И продолжаем также обклеивать по кругу сердцевинку. Ну вот, приклеиваем еще одну. Первый круг у нас закончен. И также делаем вокруг первого. Также добавляем капельку и по скорлупке уже наращиваем второй круг, третий круг. Уже как вам захочется. Маленький, большой цветочек. В итоге получается вот такая вот красота. Этот цветочек прям напоминает лотос, да? Очень красиво получилось. И дальше, когда все подсохло, обрезаем излишки картона. Прям поближе туда к скорлупкам обрезаем. И получается вот такая вот заготовочка. Вот. Здесь у меня семена от хурмы. И в серединке маленькая шишечка. Также можно поставить в серединку все что угодно, да? Шишечки туи, маленький желудь. И все это наклеиваем на картон. Ну вот если бы были косточки абрикоса поменьше, я бы тоже делала цветочки. Но если елочка будет большая, можно сделать из крупных косточек, можно даже использовать косточки персика, также косточки сливы, ну, все, что будет иметься в наличии. Ну вот сделала несколько заготовок, посмотрю потом дальше, если будет мало этого, еще доделаю цветочки. Здесь, видите, в каждую скорлупку я еще подклеила семена арбуза. Тоже получилось очень интересно. Ну, здесь семена хурмы и маленькие шишечки.
Здесь сделала, видите, семена хурмы по краям, в середине шляпка желудя, и вокруг этой шляпки шишечки туи. Вот они, когда раскрываются, похожи прям на цветочки. Видите, какие? А здесь семена арбуза. Тоже очень красивый такой интересный цветочек получился. В серединке маленькая шишечка. Тоже очень красиво смотрится. Но этот попробовала позолотить. Но слишком много золота. Я его в этом проекте использовать не буду. Вот золотила вот таким вот спреем. Но в конце я позолочу елочку, но совсем чуть-чуть. Просто придам ей блеск в самом конце. Ну вот начнем уже декорировать наш конус. Для этого прикладываем, смотрим, какой стороной мы хотим приклеить тот или иной элемент. Вот приложила орешек, видите, когда у нас конус стоит вертикально, клей начинает стекать. Поэтому для удобства этот конус нужно немножечко наклонить, придав им горизонтальное положение, чтобы клей особо так вниз не стекал. Вот приложив каштан, видите, он получился меньше по высоте, поэтому я каштан наклею еще один сверху. Тем самым выровняю высоту. Буду стараться подбирать материалы, чтобы они по высоте были максимально приближены друг к другу. Также и цветочек я буду наклеивать поверх каштана. То есть сперва приклею каштан, а сверху уже наклею цветочек. Но каштан также подбираю. Нужен более крупный или мелкий. Сперва прикладываю все, примеряю, а потом уже приклеиваю. Вот, приклеила уже еловую шишечку. Вот видите, каштан приклеила и сверху сейчас наклею цветочек. Вот обмазала хорошенечко клеем, придавила. Вот видите, высота должна быть примерно одинаковая, чтобы не было таких вот больших заглублений, таких ямок или чтобы сильно выпирали какие-то элементы. Вот шишечку примеряю, какой стороной. Немножечко на бочок наклоняю. Вот, приклеиваю к основе, к этой ткани. А также приклеиваю их еще, склеиваю между собой. Чтобы у нас это была конструкция очень такая надежная, чтобы ничего не отвалилось от малейшего прикосновения. Хорошенько все фиксирую. И вот так собираем нашу композицию. Вот здесь вот небольшой такой вот зазорчик, ямочка. Туда вот примеряю небольшой желудь. Смотрю, какой стороной его лучше приклеить. Потом уже наношу клей. Также смотрю, где еще, может быть, нужно добавить клей. И подклеиваю. Ну вот соединяю между собой все вот эти вот детальки. Вот шишечка желудя, видите, в небольшое такое, в небольшую ямочку. Тоже ее подклею. Конечно, смотрится, да, ну что тут приклеить, шишечки да орешки, но не так-то уж это все и просто. Нужно все подгонять, чтобы была высота примерно одинаковая. Вот видите, скорлупки от фундука. Конечно же, целые орешки мне не удалось сохранить. Детки все скушали, но более такие крупные фрагменты скорлупок я сохранила. И вот здесь буду тоже использовать. Вот и постепенно вот так собираем композицию.
Вот. Сперва приклеиваем, да, более крупные такие детали, орехи, шишки, каштаны, а потом уже будем добавлять более мелкие. Вот буду использовать вот такие вот бусы новогодние, разрезать между собой. И здесь вот такие вот ниточки, да, я их припалю немножечко, совсем чуть-чуть. Также можно использовать новогодние игрушки, шары какие-то, ну, небольших размеров, конечно же, чтобы это смотрелось гармонично. Все прикладывайте, смотрите, куда что можно подклеить. Вот такие вот шишечки, да, ну, я точно не знаю, но я так думаю, что это лиственница. Они такие маленькие сами по себе и мягенькие. Видите, какие малюсенькие бывают. И вот так вот примеряю более мелкие детали, желуди, шишечки маленькие, вот эти шарики красные, куда что приклеить, и потом уже наношу клей. Ну, вот так аккуратненько всовываю, чтобы не сильно замарать клеем. Вот, подклеиваем. Ну вот здесь я наклонила, да, немножечко конус, чтобы клей особо не стекал и чтобы вам было видно наглядно. А вообще я работала, положив этот конус себе на колени, положила одеяло, положила конус и уже на коленях все фрагменты приклеивала. Когда нужно примерить, я поставлю елочку на стол, посмотрю, что куда, и дальше приклеиваю. Также хочу в дальнейшем использовать вот такую скорлупу от кокоса. Видите, именно вот такие ворсинки у нее очень красиво смотрятся. И куда-нибудь я тоже это вставлю. Думаю, будет смотреться тоже очень красиво. Ну вот и продолжаем это все наклеивать. Вот косточки абрикоса, они у меня крупные, поэтому буду использовать их по отдельности в какие-то такие небольшие пространства подклеивать. Также вот эти шишечки от туи, цветочки в более мелкие, да, щелочки можно приклеить. Ну, в общем, по ходу дела все это смотрим, куда чего. Вот эти косточки тоже можно в какие-то щелочки подклеивать. Ну, вот достала разные бусы именно красного цвета. Такие, видите, звездочки разного калибра. Можно тоже использовать, но я уже не буду. Вот такая еще у меня есть. Вот эти звездочки я буду использовать, не звездочки, даже одну звездочку, я ее приклею уже на самую макушку. Также бусы вот эти у меня есть крупные и есть более мелкие вот такие. Они прям как рябинка. В общем, достала все красного цвета, что у меня нашлось. Ну вот, и спустя 1,5 часа видите, что у меня в итоге получилось. Вот видите, скорлупа от кокоса очень красиво смотрится. Именно вот эти вот, как их назвать, волокна, ворсинки. Вот такая вот красота вырисовывается. Очень красивая, но очень кропотливая работа. Вот, старалась выравнивать, чтобы все фрагменты были наклеены примерно на одном уровне. Вот, по низу я потом еще тоже буду здесь закрывать все, обклеивать стаканчик вот этот.
в конечном результате получится очень красиво. Ну что, продолжаю наклеивать дальше. Такие промежуточки тоже потом в конце уже, ну, ближе к концу буду тоже заполнять более мелкими деталями. Вот еще такой момент. Еловые шишки, они очень крупные, поэтому я их буду обрезать вот так на половинку. Вот видите, здесь я приклеила уже укороченную шишечку, они получаются более миниатюрные. Ну а вторую часть я буду вот так вот разрывать, вот эти чешуйки выдергивать. И буду заполнять более мелкие щели между орешками, шишечками. Здесь кончик подклею вот так. И просто буду засовывать в щелочки. Вот такой вот наполнитель еще будет. Наполнитель щелей. Дальше вот сосновые шишки. Также можно использовать вот эту сторону шишечек. Видите, тоже красиво смотрятся, как такие вот цветочки. Вот эти чешуйки также можно так откручивать, выдергивать, обрезать и тоже использовать для заполнения щелей. Вот скорлупочки орехов. Очень красиво смотрятся. Именно вот такие вот волосатые скорлупки. Вот у меня есть, видите, она такая лысая. Я ее не использовала. Использовала вот такую вот, ну, скажем, волосатую, да. Просто брала молоток, разбивала ее на мелкие фрагменты. И вот буду использовать. Вот куда-то вот так примеряю, куда подклеить. Конечно же, буду приклеивать поверх чего-то. Вот видите, для первого слоя использую каштаны, какие-то мелкие косточки, или более крупные косточки, или ту же скорлупу от кокоса. Ну, вот эти вот шишечки, да, если мы хотим приклеить обратной стороной, ее нужно сделать немножечко как бы вот такой плоской, чтобы кончик был плоский, и потом уже приклеиваем. Вот. Добавляем каштаны, где нужно, чтобы немножечко подровнять высоту всех деталей. Ну вот косточки абрикоса, видите, вот в такие вот более узкие щели подклеила. Ну, очень красиво получается, так что я продолжаю доделывать здесь. Сперва я проклеить хочу весь низ, а потом уже идти наверх. Ну вот, спустя еще какое-то время вот проклеила уже полностью низ. Заполнила его. И осталось еще немножечко, меньше половинки. Получается очень красиво. Я очень довольна этой работой. Делать ее одно удовольствие. Понимаете, это как конструктор. Вот собираешь. Вот цветочек из арбузных косточек. Видите? Вот эти семена подклеила сперва по кругу. И потом обклеиваю второй круг поверх первого. Тоже ничего сложного. И в серединку какую-то
мелкую косточку, шишечку, желудь. Все, и цветочек готов. Также обрезаем его. Вот. А моя работа ближется к завершению. Видите, осталось только верхушечка и оформить низ. Да, оформлять. Видите, стаканчик я обклеила, взяла кожу, натуральная кожа, и замшей наверх. Приложила все, подровняла, приклеила. Видите, снизу я уже подклеила каштаны. Поверх каштанов я буду приклеивать еще шишечки. Буду использовать шишки лиственницы, которые небольшие, маленькие. И некоторые даже буду разрезать пополам. Ну, в общем, доделываю мою работу. Вот видите, основа у нас коричневая, она не бросается в глаза, но какие-то большие такие щели заполняю вот косточками хурмы, также чешуйками от шишек. В общем, вот такая работа. Вот такие остатки от шишек я разрываю на чешуйки. И вот покажу, как я их подклеиваю. Вот взяла 3-4 чешуечки, вот проклеила, тем самым они между собой склеятся и приклеются там внутри этой щели. И вот так вот вложила. Если еще нужно добавить, еще туда подклеиваю их. В общем, смотрю, куда чего добавить. Ну вот, работа моя завершена. Звезда на макушке уже приклеенная. Вот такая вот работа. Ну, еще какие-то такие щели я заполню. Но, в общем, работа уже готова на 95%, так скажем. Вот такая красота получилась. Очень нарядная елочка. Я думаю, украсит любой стол, любой интерьер. Везде она будет смотреться очень гармонично. Конечно, эта конструкция очень такая увесистая получилась. Вот снизу, смотрите, я подклеила шишечки. Все, видите, закрыто, все красивенько, аккуратно. Вот такая вот красавица. Новогодняя красавица. На праздничный стол, да, не всегда поставишь какую-то елочку. Ну, можно, конечно, экибану какой-то декор сделать, но такая елка украсит любой стол. Ну, эта елочка у меня не первая. Я уже и в прошлом году делала елки, и в позапрошлом даже, именно из природных материалов. Но некоторые я продала, некоторые у меня пошли на подарок. Ну, а для себя ничего нету, понимаете? Поэтому решила сделать именно для себя. Вот сделала такую елочку. И немножечко в конце я ее брызну вот этим спреем. Но с прошлого года у меня осталась еще вот такая елочка. Видите, она такая снежная, воздушная, хрустальная, так скажем. Конус сделан также из картона и обклеен атласом и кружевом. Цветочки из органзы, в серединке жемчужинка такая, вокруг цветочка вот такие перышки. Воздушная получилась, красивая такая ледяная елочка. Видите, на макушке такая снежинка. Здесь бисер с бусинкой, такие малюсенькие, как сосулечки. И сверху вот такие вот, ну, это пластмассовые такие подвески, но они как сосулечки. И видите, низ елочки вот так аккуратно оформила.
Тоже она такая очень красивая, нежная получилась. Ну, это вам для вдохновения. Тоже очень красиво. Ну, а я заканчиваю свою сегодняшнюю работу, сбрызну ее спреем. И в дальнейшем, ну, скоро уже сейчас покажу вам. Ну, а я хочу вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. Желаю, чтобы этот праздник вы встретили в кругу близких, в теплой душевной компании, чтобы этот год принес вам много удачи, радости, чтобы ваши глаза сияли от радости. И если на них появлялись слезы, то эти слезы были бы радостными, счастливыми, именно от счастья. Желаю вашему дому добра, тепла, уюта, чтобы ваши близкие и вы были здоровы, крепкого здоровья вам. Пусть все у вас получится в этом году, исполнятся ваши заветные желания, все начинания, все задумки, чтобы все это у вас получилось. Желаю вам новых сил, удачи в новом году, счастья вам в новом году и чего-то нового, долгожданного и удивительного. Ну а я буду с вами прощаться. Увидимся уже в новом году. Надеюсь, он будет более счастливым, чем этот. Будем надеяться. Ну все, желаю вам удачи и до скорых встреч. Всем пока-пока.